сети набирает просмотры ролик, на котором подростки портят маяк в центре Алании. Возможно, вы видели этот ролик, но мы решили сделать полноценное видео на эту тему. Тем подросткам, которые это сделали, которые осквернили этот исторический памятник, должно быть просто стыдно. Стыдно им и их родителям. Очень надеюсь, что ролик наберет просмотры. И мы не хотим, чтобы нас, русскоязычных, просто эти люди позорили. Я считаю, что правильно, да? В идеале этих свиней нужно было заставить вот так покрасить. Мераба, друзья! Я приветствую всех в солнечной Алании. Мы сейчас находимся около Аланийского маяка. Это самый центр исторической части Алании. Я уже делала неоднократно о нем обзоры, но сегодня мы пришли сюда не просто так. Так как это историческая часть Алании, сюда приезжают сотни туристов ежедневно. Сюда прибывают европейские круизные лайнеры с туристами. И все около этого маяка. Но посмотрите, друзья, обратите внимание, что с этим маяком не так. Вы, наверное, видели неоднократно в Ютубе или в соцсетях ролик, в котором русскоязычная молодежь оскверняет этот маяк с помощью баллончика. Мы тоже узнали об этом через ролик и решили сегодня это дело исправить. Взяли белую краску. Мы сегодня будем это устранять настолько, насколько мы можем, но чтобы вот это в Турции, в самом центре Алании, просто не позорило нас. Я очень надеюсь, что ролик наберет просмотры и эти люди увидят. Мы взяли белую краску, хотя на самом деле маяк сероватый такой вот. Мы сейчас покрасим первым слоем белой краски и потом сходим домой, либо в магазин, посмотрим, где у нас осталась краска серая. И все-таки работу завершим и покрасим полностью. Здесь ежедневно катают сотни туристов, сейчас начало сезона, и все эти туристы наблюдают, что вот русскоязычные люди, не знаю, из России или откуда они, могут вот взять и сделать такое с маяком. Я действительно очень возмущена, у меня не хватает эмоций, я их просто на камеру не говорю, но когда я увидела этот ролик в интернете, я прям видела, как они брали баллончик, это все обрисовывали, я сразу тоже мужу говорю, но это... Это путь воина, блядь. Это пиздец. Это путь воина. Это маразм, ебать. Неуважение не к стране, в которой ты находишься, неуважение к себе. Надеюсь, мы сможем немного исправить эту ситуацию. Друзья, в итоге мы закрасили белой краской эту надпись. Даже как-то стало спокойнее на душе, потому что мне не хочется, чтобы русскоязычный наш народ вот так позорил страну, честно. Мы немножко промахнулись с краской, потому что мы на самом деле почему-то думали, что он полностью белый маяк, но он оказался серенький. Мы купим краску и уже третьим слоем приедем, когда все подсохнет, и нанесем серую краску. Но я думаю, что вот уж лучше белое пятно, чем надпись «Юля», «Милая» или что это там было написано. Я не знаю. До сих пор на самом деле думаю, что они хотели этим показать, потому что это единственная надпись, которая была баллончиком сделана на маяке. Что вы хотели показать, ребята? Я очень хочу, чтобы вы видели это видео, чтобы вам было стыдно. Нельзя портить исторические и культурные ценности другой страны, чужой страны. Вы позорите себя и свой народ прежде всего. Люди катаются, туристы на лодках, на кораблях. Все смотрят эту надпись, все понимают, что это русскоязычное население такое может себе позволить. Кто-то, конечно, скажет, что это все ерунда, ну подумаешь, написал, но... Так иди напиши у себя, квартиру свою разрисуй. Дом свой разрисуй, не знаю, на машине на своей нарисуй.
Мы сейчас взяли серую краску. Сейчас поедем к маяку и попробуем подобрать максимально цвет и сравнять наше белое пятно вчерашнее уже с тоном самого маяка. Мы идем уже по Аланийскому порту. Маяк перед нами. Вот он. Сейчас будем доделывать нашу вчерашнюю работу. Вова договаривается, что мы будем красить стену. Просит местных ребят немного подвинуться. Ой, я очень надеюсь, что мы прям сделаем благое дело. Мы еще взяли немножко гвоздиков, шуруповерт. Мы хотим прибить досточки. Ну, раз уж мы здесь, как говорится, почему бы не сделать? Ну что, давайте начинать. Можем сделать, да. Темнее уже сделать нельзя. Да, так что немножечко пробуем. Давай. У нас, короче, есть фирменное сооружение. Вова придумал зубную щетку, шуруповерт для того, чтобы качественно размешивать краску, потому что руками все равно так не размешаешь. Примерно вот так это все получается. Побыстрее, только скорость другую надо поставить, блин, все измазать. Попадаем в цвет, он еще подсохнет и будет чуть посветлее. Плюс-минус, думаю, должно быть нормально. На самом деле, потому что он уже крашеный. Мы обратили внимание, вот посмотрите, вот здесь видите наверху светлый, темный. Его уже, конечно же, реставрировали, поэтому попасть в тот самый цвет, который должен быть изначально, это невозможно. Потому что вот здесь тоже переход. Видно? Ну ладно, я думаю, это гораздо лучше, нежели та надпись, которая была. Кто-то написал, мы решили не оставаться в стороне. Заказ. Как вы считаете, правильно или нет? Я считаю, что правильно, да? Что есть такие люди, которые исправляются. Просто стыдно за русскоязычное население. Русскоязычное написали? Да, и на русском, ну и, соответственно, русскоязычное. Откуда, конечно, мы не знаем, но это не важно. Это не на английском, не на турецком. Ну да. Не имеет значения. Мы уже это увидели в интернете, нашли в Ютубе. Мы здесь живем просто, и поэтому вот выбрали время, решили убрать. Кажется прям идеально. Идеально вот. Прям. Ну вот вообще перехода не видно. Ну тут, конечно, на видео не так. Здесь мы сейчас закрасим вот эту часть. Ну и класс. Все, краски нет больше. Класс. Краски нет больше? Да, все, пустая. Блин, ребятушки, краски больше нет. Ну а что, наверное, так оставлять, либо еще краску. Все, так, оставим, все равно лучше уже, чем было, все равно нарисуют что-нибудь. Также мы решили еще немножечко ремонтировать вот эту вот лавочку, назовем ее так, лавочкой. Разболтанные деревяшечки. Мы сейчас их хотя бы зафиксируем, чтобы
Да, можно было сидеть, раз уж пока мы здесь, и руки на месте у некоторых людей, да, Вов? Да, Растут из нужного места. присутствует. Вот. Вот так, давай. Сделали мини-апгрейд аланийского маяка. Оставим тоже свой вклад, как эти вот подростки, которые пытались здесь оставить свой след. Мы тоже его оставим, но в другом формате. Мы закончили мини-реставрацию аланийского маяка. Он сейчас у меня за спиной, можете видеть. Я думаю, что получилось гораздо лучше, чем было вчера, когда, собственно, мы пришли исправлять ошибки этой нерадивой молодежи, которая красной краской написала Юля там и еще что-то. Ну, в общем, я думаю, стало лучше, по крайней мере, этих надписей нет. Пусть там немного не попали в тон, но это, как бы, это мелочи. Друзья, напишите в комментариях, что думаете по этому поводу в целом, о поступке этих ребят, о нашем поступке, нужно ли нам вообще было этим заниматься, по вашему мнению, там, выезжать из дома, приезжать, красить, там, что-то делать, или нужно было просто за чашкой чая дома обсудить, как это обычно бывает, и забить. Будет ваше мнение интересно, а я прощаюсь с вами, вы были на канале про Аланию не только. Хорошего дня!